Всем привет! Сегодня я буду разговаривать по скайпу с Бриджит. Бриджит из Америки, и она говорит по-русски. Привет, Бриджит! Привет! Бриджит, расскажи, пожалуйста, немного о себе. Меня зовут Бриджит, и как вы же знаете, я из Америки, живу в Нью-Йорке. У меня тоже канал на YouTube, я снимаю видео о моей жизни здесь в Нью-Йорке, о моих путешествиях и о том, как я учу русский язык. Я снимаю эти видео на русском, потому что это очень хорошая практика говорить на этом языке, и это заставляет меня больше учиться. Скажи, пожалуйста, как давно ты уже изучаешь русский язык? Я учу этот язык около 4 лет. Начала изучать его в университете на занятиях русским языком. Хорошо, а почему ты стала изучать этот язык? Я наполовину русская, но родилась в США, говорила только по-английски, но ведь у меня есть родственники, которые говорят по-русски. Тогда почему же я нет? Я должна говорить на языке моей семьи. И поэтому я решила его учить. В школе мне не предлагали изучать русский, но в университете появилась такая возможность. Здорово. Скажи, пожалуйста, трудно тебе изучать русский язык? Да, очень. Какие трудности вызывает изучение русского? По-моему, самое сложное в русском — это падежи. Конечно, надо их запомнить, но еще надо знать, когда их использовать. Например, предложение I believe you. По-русски надо знать, какое использовать падеж, чтобы поставить слово you в правильную форму. Винительный падеж или дательный. Да. Я очень хочу, чтобы у меня получалось говорить правильно автоматически, но это очень сложно. Я думаю, у тебя все получится. Скажи, пожалуйста, много ли американцев изучают русский язык? По-моему, нет. Этот язык не очень популярен в Америке. В школе нам предлагали учить, например, испанский, французский, иногда итальянский или немецкий. Но русский очень редко преподают в школе. Но ведь часто, если учишь в школе какой-то язык, то потом продолжаешь его изучать и дальше не станешь менять. В Штатах очень много испаноговорящих, и удобно поэтому учить испанский, а не русский. И в школе я учила испанский язык. Давай поговорим не о языке теперь. Скажи, какие стереотипы обычно у американцев о России, о русских? Часто у нас говорят, что в России никто не любит американцев. И лучше не говорить, что ты из США, потому что тебя будут ненавидеть. И это пугает, конечно, и думаю, многие американцы просто боятся ездить в Россию. Может быть, это даже правда в некоторых местах, но каждый раз, когда я приезжаю в Москву и говорю, что я из Нью-Йорка, люди радуются и стараются поговорить со мной по-английски, чтобы практиковать язык. И когда я снимаю эти видео о том, как я учу русский, мне пишут многие люди, которые изучают английский, хотят посетить США и так далее. Не знаю, конечно, есть в России люди, которые не любят Америку, но все, с кем я общаюсь, очень рады знакомству. Еще здесь все знают, что в России не надо улыбаться на улице. Если улыбаешься, будут думать, что ты сумасшедший. Из-за этого мы все думаем, что русские не очень дружелюбные. Но когда я приезжала в Россию, я узнала, что это не так. Может быть, на улице не часто улыбаются, но дома в кругу семьи русские очень теплые люди, всегда улыбаются, смеются, шутят друг с другом. Расскажи о своей первой поездке в Россию. Когда ты приехала в Россию и какие у тебя были впечатления? Я была в России, в Москве в 1997 году, когда была еще очень маленькой, но я мало что помню. Мы ездили в гости к семье, но после этого я была в России несколько раз.
Была в Санкт-Петербурге, но только 2 дня и видела не очень много. Жила в Москве 3 месяца после окончания университета, чтобы практиковать язык. И, кстати, в этом году, в феврале, я была в Москве и сняла об этой поездке видео, и эти видео на моем канале на YouTube. Здорово. Скажи, хочешь ли ты поехать в Россию еще раз? Если да, то какие города хочешь посетить? Да, конечно. Хочу ездить по России. Хочу посетить Владивосток. Очень хочу посетить Сибирь. Каждый город в России. Хочу говорить свободно по-русски в России. В тот день, когда я смогу говорить свободно, моя мечта сбудется. Спасибо большое, Бриджит. Я желаю тебе успехов в изучении русского языка, хотя ты уже говоришь очень хорошо. Спасибо большое и пока!